Фермер по имени Патрик жил уединенной жизнью вдали от города. Он с детства любил сельское хозяйство и продолжил дело своего отца, выращивал овощи, ухаживал за полями и держал несколько коров и коз. Каждое утро Патрик выгонял животных пастись, а вечером загонял их в большой сарай. Работа на свежем воздухе приносила ему настоящее удовольствие. Однажды утром, зайдя в сарай за инструментами, Патрик неожиданно обнаружил в дальнем углу несколько пушистых комочков. Подойдя ближе, он понял, что это щенята довольно крупные, но еще совсем беспомощные. Он удивился, так как раньше не видел таких пород собак. Когда он попытался взять одного из них на руки, щенки ощетинились, зарычали и не подпустили его близко. Мать животных рядом не было видно, а ближайшие дома находились далеко, значит, маловероятно, что щенков кто-то подбросил. Патрик был озадачен, но понял, что малыши не выживут без помощи. Он надел прочные перчатки, аккуратно переложил рычащих детенышей в корзину и отнес их в дом. Там он выделил для них отдельную комнату, постелил одеяло, чтобы им было тепло и уютно. Сначала щенята не подпускали Патрика к себе, не ели предложенное мясо и были напуганы. Тогда он решил попробовать молоко. Разогрев его и налив в миску, он поставил угощение перед детенышами. Сначала они осторожно принюхивались, а потом с жадностью начали пить. Патрик с облегчением понял, что теперь щенята не останутся голодными. Прошло несколько дней. Животные привыкли к новому месту, стали резвиться и играть друг с другом. Они больше не прятались от Патрика и даже позволяли ему приближаться. Однако поведение щенков все равно оставалось странным. Они не были ласковыми, как обычные собаки, держались с достоинством, почти по-хищному, и проявляли независимость. Тем не менее, они ловили мышей во дворе, становились все активнее и с каждым днем росли. Через несколько недель они начали есть мясо, мех стал густым и мягким, а размеры внушительными. Патрик дал каждому из них кличку, и вскоре они начали на них отзываться. Несмотря на их дикий нрав, Патрик искренне привязался к своим необычным питомцам. Однажды одна из коров Патрика заболела, и он вызвал ветеринара. Осмотрев животное, специалист заметил играющих поблизости щенков. Он подошел ближе, чтобы рассмотреть их, но те мгновенно насторожились и спрятались. Ветеринар все же успел рассмотреть животных и с удивлением сообщил Патрику, что это вовсе не собаки, а настоящие белые волки. Патрик был поражен. Все это время он растил и выхаживал детенышей редкого и находящегося под угрозой исчезновения вида. Белые волки редко встречаются в дикой природе, хорошо маскируются, и немногие знают, как они выглядят в детстве. Возможно, их мать погибла от рук браконьеров, охотящихся за ценным мехом, и детеныши искали убежище и случайно попали в сарай. Патрик и ветеринар немедленно связались с природоохранной организацией. Приехавшие специалисты осмотрели волков, убедились, что они здоровы и полностью готовы к жизни в дикой природе. После всех проверок животных выпустили на волю, где они могли продолжить свою жизнь и, возможно, помочь восстановлению численности своего вида. Фермер был рад, что смог спасти этих редких хищников. Он с грустью, но с гордостью наблюдал, как его бывшие питомцы исчезли в лесу. Эта история навсегда осталась в его памяти как одно из самых удивительных событий его жизни.